Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, контроль за будущим через область будущих событий. В данной теме я показываю специальный метод контроля за событиями, куда входит, естественно, и предварительное управление событиями. При этом я рассматриваю процесс доступа к событиям будущего через структуру именно будущих сегментов времени. То есть, например, простой способ, находясь элементом сознания в настоящем времени, просто воспринимать будущее событие как проективное свечение. Но в данном случае это совсем другой способ. Имеется в виду, что мы берем информацию из будущего и уже как бы транспортируем в текущее время. Значит, поэтому, учитывая, что задачей управления является полный контроль за ситуацией в любом аспекте времени, то здесь этот метод, он, в общем-то, как специальный выглядит метод. Поэтому здесь надо четко различать вот эту позицию грани, где вы, находясь в настоящем времени, воспринимаете будущее событие, и где идет контроль за будущим, каким-то уровнем развития событий, через соседние области будущего. Это может быть более дальнее будущее или ближнее, более ближнее, да, нежели само событие. Поэтому технология сама по себе, она регулируется задачей управления, вот когда вы выбираете область. В большей степени тот метод, который сейчас я рассматриваю, это управление через более дальние области. Потому что структура бесконечной величины какой-либо, сама бесконечность, это все-таки более отдаленная субстанция, поэтому свечение внешнее, это, как правило, свечение из более отдаленной области. Чтобы чисто практически применить в своей конкретной жизни, необходимо рассматривать структуру управления таким образом, что вы рассматриваете состояние организма до уровня собственного восприятия. Вот, например, человек может воспринимать организм каким-то импульсом сознания, например, да, в каком-то неком таком автоматическом режиме, то есть не дифференцируя, например, какие-то состояния. А вот до восприятия организма, какое состояние у человека? Например, Бог до собственного самовосприятия, в каком состоянии он находился? У Бога любая ситуация – это его собственное воспроизводство в действии. Получается, что он состояние до восприятия сам же и воспроизводил, да, как-то. И вот здесь вот возникает как раз-таки элемент достаточно универсальной величины восприятия, потому что здесь, с одной стороны, в этом состоянии можно создавать реальность, то есть она еще не фиксирована. С другой стороны, она взаимодействует с созданной величиной, да, например, с физическим телом человека. Поэтому вот эта вот система некого информативного действия из бесконечности в текущее время, это специальная система действия, значит, где мы рассматриваем состояние близкое к состоянию физического тела до уровня его восприятия. Значит, та величина, которая идет из бесконечности, она достаточно понятна, да, вот на уровне логики человека, вообще говоря. И поэтому получается, что, исходя из этого, мы видим, что чтобы нам попасть в конкретный участок будущего, например, на день вперед или на 100 лет вперед, мы можем исходить из того, что чем мы более дальние будущее рассматриваем, тем более устойчивые процессы идут в точке управления. То есть фактически та же самая конструкция управления, да, что мы идем из текущего в будущее, тем, в общем-то, здесь и отличается вот этот процесс, что расстояния, они примерно равны. То есть если мы из текущего времени хотим сделать устойчивый процесс в будущем, мы должны постоянно резервировать свой путь, несколько раз проходить один и тот же участок, тогда мы берем устойчивую какую-то картину, например, в будущем. И если мы замерим вот эти геометрические даже расстояния вот этих действий, да, по доступу в будущее из текущего времени или из какого-то удаленного будущего, то чем дальше мы уходим в удаленное будущее, тем мы точнее контролируем этот участок. И получается, что если дальше мы начинаем опять приходить к тому, что именно уровень образа единого Бога, физическое тело единого Бога, его структура начинает визуализироваться. То же самое человек идет от себя, да, от своего физического тела.
И получается, по уровню формы, там, где подобие как элемент управления, мы видим, что в структуре будущего, чтобы было точное событие, сигнал, идущий из бесконечной величины или идущий от тела человека, он должен идти одно и то же время. Поэтому, чтобы стабилизировать структуру будущего из будущего, то есть через будущее, через более дальнее будущее, нужно просто как бы усилием воли, неким таким уровнем специального восприятия, обычно духовное восприятие, где дух реализовывается как структура развития души в бесконечном уровне. Вот в этой точке вы начинаете уже создавать элемент одновременного достижения импульса из бесконечной величины и от вашего физического тела. То есть фактически вы видите структуру некой статики, да, фиксации событий физическим телом, потому что импульс, идущий от физического тела, он попадает, например, в структуру будущего события, и как только он туда попадает, то есть цель достигнута, физическое тело должно как-то среагировать. То есть, как правило, это специальный уровень реакции тела, где тело как бы, наблюдает и фиксирует, что импульс, исходящий из тела, он достиг того уровня управления, где он зафиксировался. Потому что все точки приложения импульсов от физического тела человека всегда достаточно контролируемый процесс, потому что статика физического тела, именно статичная величина физического тела, все время по уровню подобия фиксирует все импульсы, которые имеют природу такого типа, что вот действие осуществилось, и дальше как бы ничего делать не надо. Да? Так вот, именно перевод в бесконечную сферу – это то, что идет с точки зрения контроля за будущим из будущих событий. Тогда получается наложение, импульс от тела попадает в структуру будущих событий, а из бесконечного захватывается некая бесконечная система и выносится туда в будущее, да, бесконечно. Значит, получается точное событие, вот мы видим и контролируем, когда явление как пересечения, так и явление как бы захвата и переноса в будущее, это явление практически одновременное. То есть все происходит на высокой скорости, тогда мы начинаем дифференцировать будущее событие. То есть мы начинаем видеть, что будущее – это просто скорость дифференциации событий. То есть одно дело, мы идем из текущего времени, другое дело из будущего времени, но целевым образом, что нам захватить надо элемент текущего времени и вынести в бесконечность. И вот когда мы начинаем эту систему уже видеть как систему в действии на бесконечную величину, то в принципе дальше ситуация такая. Например, человеку нужно оздоровиться или омолодиться, или сделать так, чтобы более благоприятные были ситуации у него или у другого человека. И вот он начинает делать управление, например, с точки зрения целевых задач. Вот, чтобы выделить цель как таковую в будущем, как она вообще выглядит, можно просто взять, войти в будущее и цель взять и как бы реализовывать, не называя цели как бы более детально. То есть принцип такой, что некие принципиальные вещи в управлении вводятся, и дальше уже идет управление такое, что какая-то цель существует в виде просто информации. И когда мы начинаем здесь работать так, чтобы вот уже детализация события была совершенно понятна, на уровне любого восприятия, то здесь возникает тот элемент внешней среды, который именно фактически характерен тем, что все элементы внешней реальности, они как бы сводятся в точку в этом месте. Причем в основном это приближенные элементы какой-то реальности. То есть, чтобы отследить, что вы точно вообще попали в будущее, именно то, которое вам нужно, ведь можно управлять, регулировать будущее, то нужно рассмотреть, что от внешних элементов как бы этой конструкции, этой картинки будущего, во внутренний элемент все время идут потоки света. Тогда, получается, вы находитесь точно в структуре будущего. Так можно дифференцировать и понимать, каким образом действовать дальше. Вот вы находитесь в этой структуре, и тогда что делать дальше, то есть зачем это вам нужно находиться в этой структуре. Значит, вы начинаете видеть взаимодействие этой структуры, например, с вами на уровне информации и так далее. То есть получается, что величина будущего, она такая в действии, что
вы видите структуру, ну, всей, скажем, реальности, да, той реальности, именно которую вы хотите увидеть, и здесь стоит только привнести именно ваш статус, элемент вашего сознания в точку управления, как моментально вы можете зафиксировать некий статус, который обозначает вот конкретную реальность в том будущем и в текущем времени. Вот когда вы уже фиксируете текущее время, то считайте, что будущее стабилизировано, там никаких проблем не будет, даже если будут какие-то обстоятельства меняться, да, из текущего времени в будущее. Значит, есть, конечно, другой способ такого управления, то есть не из бесконечного будущего делать как бы управление по контролю за структуру будущего, а из более раннего времени, то есть, например, там минус какие-то секунды, да. Тогда здесь возникает вопрос взаимодействия этой области с вами, вот где вы находитесь в этот момент, да, в пространстве управления. Ведь по логике управления это, в общем-то, уровень некого пространства действий. И вот когда вы начинаете здесь видеть, что обратная величина попадает в некое пространство, которое существует, ну, как пространство некой реакции, да, на мысль, на движение человека. Здесь вот именно процедура управления, где вы, например, ставите конкретные задачи того же уровня там, оздоровления, например, человека, они выявлены как задачи, которые существуют просто в информации изначально. То есть не просто как некая там, предположим, задача локальная, да, вот есть человек, заболевание какое-то, которое нужно там срочно, например, вылечить, да, или, например, просто заболевание нет, но какие-то вот события, да, вот нужно те события, которые неблагоприятны, вывести из уровня управления срочно. Тогда получается, что вот переход в управление, где на уровне будущих событий находятся некие универсальные величины, еще не названные, это самый удобный уровень управления, то есть вы входите в структуру управления так, что сталкиваетесь с системами, которые не выявляются как известные, да, или знакомые, и получается, что тогда вы попадаете в структуру уже того ракурса коллективного сознания, где вы ну, там, впервые вводите управление, да, впервые вы берете и ставите там систему, ту, ну, именно которая в прошлый раз, например, вы, ну, как бы так она была расположена, что вы не стали ею заниматься. То есть получается, что в системе именно фиксирования будущих событий важно очень выделять как бы как динамический параметр действия, например, там, действие духа, так и уровень ну, более близкий к физическому телу, да, это уровень души человека. Тогда, если мы начинаем работать на таких структурах управления, например, там дух, душа, тело физическое, тогда мы видим, что здесь, в общем-то, в фазе управления, точное управление связано с тем, что надо учесть какие-то детали, которые известны с более раннего времени. То есть, например, ситуация такая, что не все ну, системы управления, они как бы, ну, достаточно что ли, небольшого времени, могут быть более раннего времени системы управления. И вот умение выйти в структуру управления таким образом, чтобы из приближенного будущего также сделать фиксированный уровень, то есть из, например, времени минус секунды, да, нам нужно увидеть в целостности пространство, как оно вообще функционирует, вот, пространство времени здесь в данном случае. То есть если мы берем управление, например, минус секунда и получаем там один геометрический образ бесконечности, если берем минус 2, получается как бы следующий, второй и так далее, то получается, что мы ну, фактически себе сами прокладываем, да, управление, и это, в общем-то, правильная величина. Если, предположим, в бесконечности мы рассматриваем управление так, что практически как бы видим, что бесконечность сама формирует, ну, как бы, она формируется на уровне, может быть, как бы таких систем представлений, на уровне ментальных представлений, то, что человек как-то видит, что происходит, а если, например, он видит еще и там душой, физическим телом, то получается, что бесконечная величина, которая формирует вот именно устойчивость будущих событий, она такая, что внутри мышления человека, внутри там, каждой мысли есть уровень именно передачи знаний, причем сверхбыстрой передачи знаний, и человек либо там запоминает, либо нет. Да? Когда мы начинаем видеть, что вот именно та как бы классическая система устойчивого будущего,
именно в управлении, когда человек может видеть и визуально, там, что происходит на уровне там, управляющего, например, ясновидения, и на уровне мышления, то есть когда человек видит, что какая-то мысль может быть или там благоприятная, или неблагоприятная, то как бы синтезируя вот материальную или там нематериальную, так скажем, в обычном понимании часть на уровне долгосрочного управления, мы видим, что нематериальная структура при длительном управлении все время начинает делать как бы свой уровень, да, как бы, ну, какого-то даже контр иногда управления, иногда просто это сопутствующее управление. И мы начинаем видеть, что это, так как это происходит на уровне информации, начинаем видеть, что можно влиять на информацию путем соразвития разных систем. И вот здесь получается, что мы тогда вполне можем рассматривать управление таким образом, что уровень соразвития, вот, например, как Бог изначально создавший мир, он все равно создал систему соразвития в определенных конструкциях, да, там, например, человечество развивается, но в принципе так, чтобы это было там очень проблемно или там не хватало места, такого нет. Значит, получается, что вот именно принцип соразвития, принцип там, содействия, он все-таки закладывается в какой-то первичный уровень информации. И вот этот первичный уровень, он существует вот в таком уровне будущего, где мы берем управление через следующий сегмент будущего. Значит, и когда мы, например, рассматриваем такую позицию, например, там, рассмотрим будущее там, через 3 дня, да, какой-то элемент управления, и рассмотрим управление, точка входа в это будущее через там, 4 или там, 5 дней и больше. Да, вот, значит, доход до структуры управления, это часто очень длительное время, то есть чтобы, значит, сигнал какой-то идущий из будущего дошел до какой-то конкретной точки управления, с точки зрения мышления это длительное время, и тогда мы начинаем видеть, что означает какой цвет, да, или там свет. То есть можно сделать какой-то классификатор личный, где можно увидеть, или там общественно там, полезный такой вариант, где можно увидеть, каким образом происходит взаимодействие там, цвета или света, идущего из бесконечности, например, в текущее время и так далее. И когда мы начинаем рассматривать управление таким образом, что нам нужно фактически создать статус управления такой, что нужны точные события, и не только одно, а вокруг нужны все точные события, то получается, что будущее построено в основном на уровне опорных там, первичных точек, которые человек выделяет в виде, например, ну, какой-то информации, которая может пригодиться им. И при этом здесь, чтобы, например, воспользоваться этой информацией, можно рассматривать, каким образом можно даже улучшать здесь по этой технологии, например, так существенно достаточно зачастую здоровье человека за счет того, что значит, вот это точное знание будущих процессов всегда гарантирует значит, ну, большую оптимальность там, именно в действии, да, как минимизация каких-то неблагоприятных действий и так далее. И когда мы начинаем рассматривать этот процесс как совершенно обобщенный, то есть действующий на любую внешнюю систему, то видно, что ну, некий такой уровень, который развивается как бы даже сам в себе, значит, этот уровень, он такой, что мы начинаем видеть структуру будущего как структуру совершенно часто неизменную. Вот здесь уже начинается как бы чисто такой, может быть, философский вопрос, а как тогда влиять на структуру, если структура будущего, например, неизвестна. Ну, мы при любом действии, например, приходим к одному и тому же. Да? Так вот здесь вот важно знать, в каком случае мы такое управление получаем, когда человек, во-первых, сам хочет там что-то видоизменить, это меняется. Если нет, то эта структура, вообще говоря, неизменная. И вот когда мы начинаем делать управление в плане именно оказания помощи, то здесь важно видеть, что именно уровень, собственно говоря, желания, да, другого человека или там какой-то другой среды, это очень нужный для восприятия уровень, потому что если мы, например, рассматриваем управление таким образом, что в бесконечном времени как-то меняется среда, там, взаимодействия, то получается в любом времени, где бы мы ни находились, умение работать через бесконечную величину, во-первых, позволяет вот именно заранее подготовиться к структуре будущих событий. То есть можно
предположим, таким образом рассматривать управление, что спектральная там величина, которая находится именно в бесконечном, может быть, времени или там частично в будущем времени, она может проявлять и давать вообще данные о том, что делать на конкретном участке управления. И вот когда вы начинаете будущее уже видеть, как, например, там, стабильную величину, вот здесь дальше уже начинается эффект, который можно применить для того, чтобы рассмотреть такой принцип, что все элементы мира должны находиться на одинаковом там уровне, да, управления, то вот рассмотреть принцип взаимодействия, например, там, с домашними животными, просто животными. Вот каким образом взаимодействует знание о будущем с тем, что там находится животное, да, например, а не человек. Значит, или там одновременно с человеком. Вот здесь вот важно увидеть, что в будущем информация человека очень четко выделена. То есть она имеет как бы несколько автономный уровень управления. И вот, значит, когда речь о том, что нужно, например, применять лечение, то получается, что если мы начинаем делать такое как бы управление, что мы применяем, например, там, лечение в каких-то случаях, то здесь вот надо четко увидеть, нет ли рядом достаточно активной системы, значит, на которую можно просто настроить организм, и человек становится здоровым. То есть умение использовать как бы будущие события таким образом, что вы начинаете, собственно говоря, как бы применять управление, идущее как из бесконечного там прошлого, так и бесконечного будущего. То есть фактически, как обычно человек работает на уровне там восприятия физического тела, только в данном случае, если использовать управляющую такую компоненту, где есть точные характеристики управления, то есть точное знание будущего, можно, конечно, использовать более интенсивный путь там самоуправления, да, там, саморазвития. Поэтому получается, что если мы, например, делаем вот эту вот структуру будущего совершенно четкой и понятной, то, в принципе, тогда здесь получается, что управление, идущее, например, от вас в бесконечную величину, становится тоже совершенно понятным управлением, и при всем при этом мы начинаем видеть, что, исходя из структуры управления, что, предположим, мы выявляем как величину совершенно понятную из бесконечной фазы, то ясно, что эта понятная величина то, что соответствует вам, то есть ваше собственное состояние, да, в бесконечности. Но на логике это очень понятно. Из бесконечности какой-то элемент света проходит уровень, где происходит управление в будущем, но вы, находясь здесь, все это воспринимаете, значит, свет идет и к вам тоже. Да? Тогда получается, что вот именно уникальность вашего образа позволяет работать с бесконечными величинами. Значит, точка входа в точную структуру будущего — это еще и умение работать с большими объемами, например, социальной информации. И поэтому получается, что, исходя из этого, можно четко увидеть, что структура будущего содержит на таком же уровне какие-то события, как и структура, которая для будущего проявлена в настоящем времени. Да? То есть будущее — большой сегмент, и можно сказать, что какой-то элемент настоящего времени, он может быть несущественным. И вот здесь вот возникает вопрос с точки зрения равенства любого элемента управления, даже любого элемента информации. Здесь можно увидеть, что это именно переток некой своеобразной энергии, да, жизни, как вообще делаются события, осуществляется на уровне восприятия телом человека и душой человека одновременно. То есть есть такой уровень, который позволяет работать на уровне таких более, совместимых технологий, более таких сопоставимых именно с быстрым современным уровнем развития цивилизации, когда физическое тело и душа взаимодействуют достаточно синхронно на уровне будущих каких-то перспективных событий. Когда мы начинаем делать управление такое, что будущие события становятся приближенными, начинается уже дальше управление после того, как мы рассмотрели точку из бесконечности и точку, например, приближенную к структуре будущих событий. Например, день
третий, мы рассматривали день, например, там, четвертый, начиная с пятого, и, например, там, второй, да, и стали приближаться к третьему дню. И вот здесь вот структура объединения этих приближающихся систем, она такова, что когда мы выявляли там личный образ, да, бесконечной величине, то здесь вот именно совмещение приводит к совмещению образов. То есть человек начинает видеть, что его физическое тело начинает, ну, как бы там информационно быть, значит, более проявленным. И получается, что как только мы начинаем эту систему визуализировать, то видно, что статус тела вот, в взаимодействии с бесконечной величиной, он достаточно конкретно, он имеет бесконечные уже социальные функции, потому что как только вы фиксируете будущую систему управления, то нужно рассматривать совершенно разные аспекты в действии, в управлении. Надо стараться увидеть структуру управления так, как вот, например, там реально будет происходить, да, многовариантное будущее, таково, что оно там позволяет какое-то время, например, да, не реагировать на систему вашего управления, и при этом все-таки в многовариантном варианте, как бы, да, управления все-таки имеет значение инициативная структура. То есть чем, например, там больше людей работает по какому-то одному уровню управления, тем быстрее эффект. Но один человек может также работать сопоставимо, просто он должен в нужное время делать какое-то действие. Тогда получается, что, исходя из равенства систем, что мы можем сказать, что будущее, отдаленное будущее, позволяет, ну, формировать фактически систему управления так, что вы начинаете вдумываться и видеть, ну, наяву, например, какие-то проявления будущего, возникает вопрос, значит, о том, каким образом попадает материал, да, если это из будущего в текущее время. Так вот, в каждом случае здесь нужен индивидуальный контроль, например, за ситуацией, и главное привлекать структуру именно как бы обычно миролюбие, вот, то есть такое вот макросозидание позволяет все дальше выходить в структуру, например, там, вещества, да. И вот когда мы начинаем делать управление так, что мы хотим осуществить точку доступа к управлению с любого уровня, да, действия, не только там на песке, предположим, если мы делаем управление, там, предположим, по солнечным часам, да, или там не в какой-то другой системе, а нам нужно универсальный уровень, значит, реализовать в управлении, тогда получается, что мы должны прежде всего рассмотреть все структуры своего собственного развития на уровне управления, если мы хотим, чтобы управление было более эффективным. И вот здесь вот как раз-таки развитие в бесконечную систему любого вашего импульса, то есть вам достаточно один раз какой-то импульс, предположим, реализовать точно, и вы можете развивать бесконечно с точностью до уровня реализации этого импульса, да, как может быть неблагоприятного. То есть получается, что исходя из такой системы управления, точное будущее – это система часто взаимных связей, взаимного как бы перемещения разных систем управления. То есть взаимодействие само по себе может быть таким, что вы начинаете действовать так, что можете еще оценить ситуацию не только там будущее по времени, да, более далекое или там более близкое, но вы можете еще геометрически воспринять ситуацию, которая находится, там, например, там, справа и слева от тех структур, которые взаимодействуют с именно структурой там, некого времени, да, соответствующего машине. И вот когда вы начинаете здесь дальше вот, структуру точного будущего анализировать, уже дальше с точки зрения там, идеологии, тактики, здесь видите, что вы приходите к самому себе, то есть к структуре первичного начала души человека, и вы начинаете видеть, что там дух, который может выглядеть в виде, например, там, конкретных там, таких проявлений, как там, живое тело, физическое тело, именно человеческое тело, то здесь видно, что дух начинает обладать свойством тем, ну, которым все время обладает душа, то есть умение воспроизвести действие для человека, да, для себя лично, например. И вот как только идет еще и такое совпадение, да, на уровне души, духа, там, каких-то иных систем личности, то мы видим, что
человек, если он начинает рассматривать этот цвет, идущий из бесконечности в текущее событие, начинает видеть в себе этот цвет, то такой человек, он становится уже на уровне там, технологов достаточно хорошо, значит, так скажем, входящего в управление человека, он может показывать уже следующим, каким образом нужно делать управление, например, фиксированные точки будущего. Вот когда я говорю о каких-то практических примерах, желательно прям рассматривать, как идет вообще оптическое распределение при доступе к сегменту будущего, например, через будущие события. Да? И здесь вот такая грань есть в управлении, что со временем там как бы расстояние уменьшается до уровня встречи с, ну, как бы, с теми людьми, которые, предположим, также работают в сфере контроля вот за сегментом локальным. Да? Вы с ними не разговариваете, как бы физически нет разговора, а просто вы делаете управление совместное там, на уровне там, телепатии, предположим. Вот когда вы начинаете видеть совокупное действие всех систем, предположим, в точке значит, как бы, ну, бесконечного и одновременно там, локального доступа, то получается, что существует только лишь там первичный, да, свет создания какой-то информации, материи, и получается, что исходя из этого вы можете, работая с этим первичным цветом или, там, например, светом, уже рассматривать, какие существуют формы тогда работы. И вот когда мы видим, что форма работы может быть разной там, да, по структуре действия, то получается, что мы можем вполне вот эту вот жесткую структуру будущего видеть такой, ну, которая, например, связана с текущим временем, там, по линии, например, специализации человека, но можно видеть абсолютно в другом виде. Вот, например, в том, в котором, предположим, воспринимает какая-то вот, ну, другая сторона. Да? Предположим, нужно рассматривать позицию так, что будущее обеспечивает в любом случае структуру действия. Например, там, при всеобщем воскрешении получается, что ну, действие такое имеет макросмысл. Бесконечный уровень, да, управления. Получается, что исходя из этого, если, например, мы можем четко рассмотреть принцип управления, когда вы видите, значит, в структуре бесконечного будущего структуру именно, например, там, вечного развития каждого, да, то вы находитесь уже, значит, на точном пути, и вот вы начинаете встречаться с теми явлениями, которые, например, более раннее время вы могли там рассмотреть. Тогда вопрос возникает, а где те, ну, предметы, которые, предположим, не взяты вами в обращение, но они были там в прошлом, да, как они переведутся в будущее. С точки зрения того, что, например, если там, предположим, такую гипотезу ввести, что можно сразу взять и переместиться, там, предположим, в какой-то сегмент будущего или там прошлого и так далее. И вот когда мы начинаем рассматривать структуру управления такую, чтобы, например, ваше личное состояние, оно как бы никак, ну, так скажем, в отрицательную сторону не определяло там структуру действия от имени, например, там, ну, организации, партии, да, если мы говорим вот об уровнях будущего, как именно прикладных системах. И вот когда вы начинаете, значит, работать в этой системе, то видно, что, значит, ну, существенная доля ответственности ложится конкретно на вас там, в будущем, что вы делаете. Вот здесь мы приходим уже к тому, что точка фиксации будущего — это еще и учет как бы событий в рамках некого диалога, да, события, которые там, ну, произошли. Человек может на уровне, может быть, диалога как-то реализовывать мысль, значит, о том, что если в эту структуру диалога входит регулирование событий, где все явления ясны, то это одна технология, это уровень, ну, концентрации внимания и так далее. Если мы начинаем, значит, ну, делать просто управление при больших регионах как бы на уровне, предположим, просто каких-то локальных вспышек света, то получается, что, ну, если соотнесем это с человеческим организмом, предположим, получается, что исходя из действия управления, вы можете видеть как бы такой несколько всеобщий статус управляющей величины, когда вы работаете через структуру будущего.
И при этом, если вы работаете на локальных системах, то получается этот статус можно получить, если, например, вы этим занимаетесь в виде какой-то концентрации, что ли, управления. То есть речь не о статусе как таковом, да, вот в действии там, человека или о человеке как таковом. Речь о том, что вы можете видеть, что на уровне действия бесконечных величин сам вариант статуса становится уже как бы достаточно обширным, неопределенным, потому что аналогичных систем становится бесконечное количество в управлении, да, например, там машины и так далее. И когда вы начинаете делать управление таким, что вы должны рассмотреть еще и идеологически, вот как сейчас я сказал, да, задачи цивилизации, то получается, что управление, естественно, доходит до уровня первичного действия. Вот когда вы, например, там реализовываете какие-то задачи, а нужно рассматривать внешнее управление, да, тогда получается, что в этом случае управление доходит до уровня потребления, скажем, да, именно этого управляющего импульса. И дальше мы получаем структуру развития, когда для того, чтобы сделать управление уже с точки зрения того, как, например, да, Бог делает первичное управление, вы начинаете видеть, что через структуру будущего это управление сделать, в общем-то, проще, потому что там как раз организовывается вся реальность, и достаточно только ввести туда структуру, и возникает уже здесь, да, процесс хорошего такого плана, что ли, управления. Так вот, дело в том, что если мы рассматриваем систему управления как систему действий, например, через более приближенный импульс по времени, да, как я пример как раз приводил, что если там третий день, то это -2, да, второй день будет, например, или первый. И вот здесь мы видим, что синхронизация, то есть действия, идущие от, например, там, внешнего управления такого толка, что там есть более ранние интересы, то действия имеют природу соединения различных, например, да, мыслеформ по единой цели. Поэтому, исходя из этого, можно четко сказать, что если мы, предположим, в коллективном сознании, то есть в единой цели заложим структуру управления именно там по, например, 10 заповедям, да, управления, то, что в программе, например, можно изложить, и начинаем видеть структуру будущего в виде, например, частных событий, то здесь уже круг как бы замыкается, мы начинаем видеть постоянно, что происходит на уровне предположим, сотрудников, которые работают в организации, просто когда ситуация связана с другим зданием и так далее, отдаленным, да, и тогда получается, что если мы начинаем чисто физическое управление рассматривать в виде каких-то зданий и так далее в будущем, то внутри каждой этой системы, то есть внутри некого здания существует тот статус, что вы лично можете, предположим, видоизменить управление, но при всем при этом сам статус неких конструкций, он все-таки сохраняется. Вы, например, сменили информацию, решение, а здание сохраняется. Вот здесь видно, что пересечение информации здания одного с другим — это одна категория, это достаточно пассивно с точки зрения человека, а пересечение взаимодействия человека с человеком — это бесконечная величина. Получается, что именно свечение из бесконечной величины в сторону, например, физического тела, это есть уровень все-таки предварительный, да, в действии. То есть, бесконечная величина имеет, некую такую структуру, как действие следующее, постепенно реализовывать какой-то ряд событий. Да? Вот здесь существует уже выборка уже по специальным рядам событий. То есть бесконечная величина, которая реализовывает именно специальный ряд событий, воспринимается как некая гипотетическая, да, как бы величина, чтобы получить какую-то реальную систему управления. Здесь можно рассматривать такой процесс, что, исходя из вашей задачи, вы же любой элемент бесконечности можете сделать как бесконечно удаленный от вас, да, так и приближенный, в принципе, тоже бесконечно приближенный. Не обязательно средний уровень приближенный. И вот здесь мы видим, что, исходя из этого, уже точное знание будущих процессов — это то, что мы делаем уже несколько интегрированном варианте. То есть
Первый вариант из бесконечного уровня в текущее, второй вариант из, например, там, минус бесконечности тоже в текущее время. И вот, исходя из того, что мы время действия как бы выбираем самостоятельно, то получается, что также можно соотнести действия и по отношению к физическому телу человека. То есть здесь мы можем очень четко увидеть, что структура, например, внешнего там управления, это часто структура его собственного там света, ну, которую он более, что ли, раннее время как-то применял там в системе там личного строительства. Получается, что исходя из структуры задачи, вот, значит, управление там сегментом будущего, да, для каких целей, например, он нужен, ну, для любых целей. Здесь вот важно, значит, через вот этот уровень макросозидания пройти макроспасение и увидеть, что в этой системе действия мы видим фактически только то, что, значит, ну, выражено как действие, идущее и от бесконечной величины, и от конечной, да, то есть имеющее автономный уровень, например, там, физическое тело. Не в плане там конечной времени, а именно то, что человек, например, имеет автономную форму физическую. Вот когда мы начинаем видеть структуру уже времени, как вот изъять отсюда, да, структуру именно времени, здесь, значит, возникает такая ситуация, что мы, находясь в текущем времени, все-таки оперируем как бы понятиями времени в будущем. Да? И вот время будущего имеет разную концепцию в развитии. То есть, например, там, время через 5 лет, оно по-другому выглядит даже на информации. Значит, и когда мы начинаем работать в том, что мы как бы выдвигаем управление вне фазы, значит, действия, то есть вне времени, то получается, что точный доступ именно в пространство, он в принципе возможен, например, да, на какое-то время, но ведь элемент действия, например, там какая-то видеокамера и так далее, будет требовать или там будет как-то проявляться как система активного действия. И получается, что так как, значит, мы занимаемся именно построением тех событий, которые нам нужны, то получается, что построение из приближенного к человеку времени, там, где мы, ну, работаем через структуру отсутствия времени, да, оставляем только пространство, то вот действия в этом элементе, они таковы, что человек начинает видеть, что изначально как бы, да, перед ним стоит в виде задачи следующего действия. И тогда получается вот именно уровень, ну, такого взаимодействия, где практически уровень следующего действия это, ну, там, более начальная величина, которая переходит и в бесконечность в том числе. Здесь мы рассматриваем как раз-таки структуру человеческого, как бы, с точки зрения обобщенной информации управления, именно вот управление от человека, где четко вырисовываются критерии, совершенно четкие по, как бы, установочным принципам управления, да, гарантированное будущее и так далее, и так далее. Вот именно гарантированная система будущего, о которой вот сейчас я сказал, для каждого человека, здесь вот структура, которая позволяет находить структуру, ну, того же, например, да, дома и какого-то места, проецировать в конкретное место. Вот чем больше людей работает в системе, например, там, макроспасения, тем проще находить структуру там какого-то, предположим, места или управления. Вот когда мы рассматриваем этот процесс, например, Бог, создавший, да, реальность, и она увеличивается, реальность, он изначально должен был создать, значит, себя, как получается, как бы на уровне системы, например, хотя бы, которая управляет, да, всеми процессами на уровне логики управления. Так вот, переход логики в событийной конструкции в духовную фазу, вот здесь вот, в общем-то, нечеткий уровень, может быть, по времени здесь, хотя по именно структуре вещества, это может быть очень четко именно видно по времени. И вот когда мы начинаем работать по тем задачам, которые нужны как решение, например, местных задач, то получается, что, исходя из этого, мы начинаем делать управление таким образом, что, значит,
свет, идущий одновременно из, например, структуры прошлого, да, и структуры там будущего, практически не пересекаясь, ну, на некой такой монохроматической системе управления, без пересечения, значит, идет в структуру бесконечного будущего, да, и бесконечного прошлого, то здесь вот возникает специфическая структура управления, где нет, вообще говоря, пространства такого, ну, в общем, как бы активного действия, да. И вот, рассмотрев другой компонент этого события в структуре отсутствия пространства в точке управления, хотя мы работаем, да, с понятием пространства, мы видим, что позиция, ну, как бы некого уровня, ну, как бы воздействия окружающей среды или там действия, там, взаимодействия, мы эту позицию рассматриваем с точки зрения как бы более активного уровня, что ли, фиксации в конкретном месте, значит, ну, каких-то конкретных действий. И когда мы видим, что любое действие можно рассматривать как действие, идущее, например, из бесконечной величины, но, может быть, это также и, конечно, конечная система действий, то получается, что мы можем, например, выделяя достаточно строго выделяя какую-то структуру событий, можем видеть, как идет развитие этой структуры. То есть мы видим, каким образом, например, в фазе события там распределяются, ну, там, центры масс, да, этого события, например. И вот когда мы начинаем видеть вот эти вот все признаки, включая массовые, в управлении, то здесь возникает принцип, ну, опять же, тот, о котором я все время говорю, там, принцип всеобщей радости, счастья, всеобщего спасения и так далее. Да, вот, проходя через эту структуру управления, мы видим, что здесь уже достаточно спокойно можно делать управление, исходя из статуса как бы более отдаленной там реальности или там более приближенной реальности. И тогда получается, что мы вполне можем делать контруправление там по любой задаче, если нам не нравится какая-то задача. И тогда мы можем на таком, ну, конечно, полностью соответствующим каким-либо действиям, там, значит, ну, которые являются, значит, нормальным с точки зрения закона, да, то здесь получается, что мы начинаем в этом случае, рассматривая там свою собственную конструкцию управления, то есть себя, например, постоянно видим такой уровень, что все время идет как бы перевод управления на самого человека. Да? Вот он, человек чем-то занимается, потом вдруг видит, вот как я сейчас в сегодняшнем семинаре показал, все время идет, как некий шарик, там, скатывается, ну, все-таки на уровень того, что человек должен постоянно что-то как бы дореализовывать. Да? Структура вот этой вот дореализации некой, то есть структура следующего действия, и то, что было, например, до того, как физическое тело, да, возникло человека, то соединение этих двух структур дает возможность практически делать управление таким образом, что вы можете, уже находясь как бы элементом сознания в будущем, да, в точном уровне будущего, практически передавать информацию на какой-то промежуточный сегмент или там в структуру там природы, и тогда получается уже идет управление целевое и уже коллективное. То есть если один человек взаимодействует с другим, ну, научился там, или, по крайней мере, там, стремится, значит, взаимодействовать на уровне прямых знаний, да, то есть, ну, относится там к ясновидению, яснознанию, то здесь как раз-таки проявляется уровень следующий, что пространство взаимодействия с вашей целью управления, то есть приближенное пространство, да, это ваше же собственное сверхбыстрое действие получается. То есть вот я описал множество элементов управления, и если их объединить, то это просто убыстрение действий, так же как распаковка, да, действий, как некий, когда архив работает, а здесь работает просто структура, ну, некого такого как бы убыстрения действий. И получается, что, значит, вот мы нашли там, наконец, да, вот эту точку, приближенную к области управления. То есть в будущем времени это просто убыстрение действия. Значит, время там никак не надо искать, да, специально, а просто-навсего
вы, когда проходите управление, вы ускоряете действия настолько, насколько вам нужно для устойчивого управления. Это фактически заменяет векторность, что очень важно. Достаточно тогда просто быстро промысливать ряд ситуаций, и вы получаете управляющий контекст, вместо того, чтобы там соблюдать какую-то точность там, и так далее, и так далее. И вот когда вы начинаете дальше с этим выводом, да, по управлению будущими событиями приходить к системе, к любой, то обратите внимание, что вот именно структура убыстрения действий — это, как правило, всегда стопроцентное решение вопроса. Здесь главное это убыстрение просто направить обязательно на уровень конкретный совершенно. То есть не просто просмотреть, что вот происходит, как периодически это убыстрение в действии, а надо направить на конкретный уровень задачи, и тогда видно, что вот действие вне времени, как раз технологии вечного развития, и убыстрение действия — это практически решение любого вопроса по доступу именно к будущим процессам, именно к управлению будущими процессами, там, к созданию каких-то элементов материи в будущем и так далее. Таким образом, практикуя в данной лекции, надо постоянно стараться убыстрять действие до его происхождения, то есть не получать информацию раньше времени, даже, так скажем, а сначала проделать управление, потом получать уже благоприятную информацию. Вот как раз об этом в большей степени, да, как вы сейчас прослушали именно сегодняшний семинар, и вот поэтому постарайтесь работать именно с участками различными будущего, а потом менять эти структуры за счет убыстрения действий, где мы не фиксируем форму. Тогда мы получаем часто сверхбыстрое действие, если нет, например, такой жесткой фиксации формы. Значит, на этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо вам большое за внимание.